Вы тоже в детстве боялись того, что произойдет что-то страшное, если вы наступите не на одну из плиток, а на щель между ними? Ну или же не постучите по какому-нибудь предмету, если вам в голову закрадется такая мысль. Я столько времени искал объяснение таким необъяснимым фактам, но находил лишь забавные сходства в привычках других людей и своих собственных. Людей, которые делали в детстве то же самое. Ответы на этот и множество других интересующих меня вопросов я нашел именно в этой книге. Всем привет, вы на канале SaberShot, и меня зовут Сабир. Если говорить вкратце, то роман возвращает нас к нашим истокам и рассуждает о том, какие инстинкты руководят животными и насколько сильно они связаны с нами, с людьми. Речь пойдет не только о приматах, но и о птицах, грызунах и даже насекомых. Уверяю вас, это поразительно. Итак, представляю вашему вниманию книгу «Агрессия или так называемое зло». Конрад Лоренц. Книга, обзор на которую я планировал еще с самого мая. Хочу отметить, что буду говорить как от себя самого, так и цитатами самого автора, которых в этой книге целая тонна. Вы не смотрите, что она маленькая, она очень плотная и даже тяжелая. Я выписал из этих цитат некоторые, которые мне больше всего понравились. Но это лишь процентов 10-20 от того, что здесь имеется. Начнем, пожалуй, с того, о чем я говорил в самом начале, а именно с наших странных привычек. Ну там, когда проходишь по улице и по какой-то непонятной причине наступаешь либо на только черную, либо только на белую плитку. Или ты просто обязан прикоснуться к какому-то определенному предмету. Не знаю, все в этом роде. Сознавайтесь, если не все, то точно большинство именно так и поступало. Я не скрываю, я делал такое довольно часто. Иногда даже до паранойи доходило. Одно из проявлений слепой веры или надежды на что-то лучшее. Но по словам автора, это невроз навязчивых состояний. Лучше процитирую его самого. Наконец, психиатр и психоаналитик вспомнят о навязчивой потребности повторения, которая встречается при нескольких неврозах, называемых неврозами навязчивых состояний. И в различных более мягких формах наблюдается и у очень многих детей. Я отчетливо помню, как в детстве внушил себе, что произойдет что-то ужасное, если я, проходя по мостовой перед Венской ратушей, наступлю не на одну из больших плит, а на щель между ними. Подобную детскую фантазию неподражаемо изобразил в одном из своих стихотворений Алан Милл. Для тех, кто не знал, Алан Александр Милл – это британский писатель, наиболее известный как автор сказочных повестей о медведе с опилками в голове, Винни-Пухе. Помните Кристофера Робина с его воображаемыми друзьями и магическим мышлением? Тогда еще пару слов об этом. Этнологу мой рассказ напомнит о так называемом магическом мышлении многих первобытных народов, которое еще вполне живо и у цивилизованного человека, и понуждает большинство из нас прибегать к разного рода унизительному мелкому колдовству, стучать по дереву, чтобы отвратить беду, бросать через левое плечо щепотку соли и так далее. Все сводится к какому-то мелкому ритуалу, который может, так скажем, очистить скверну и позволит спокойно заниматься своими делами. Кстати, вы наверняка знаете об индейском ритуале под названием «Трубка мира». Конрад Лоренц очень интересно раскрыл понятие этого термина. Некий жест смущения, или, другими словами, сделать что-то нейтральное в нервной ситуации. Часто бывает большим облегчением сделать что-то нейтральное, не имеющее ничего общего ни с одним из вступивших в конфликт мотивов, и к тому же позволяющее показать свое равнодушие к ним. На языке ученых это называется смещенным движением, а на обиходном языке – жестом смущения. Все курильщики, каких я знаю, при внутреннем конфликте делают одно и то же – лезут в карман и закуривают сигарету или трубку. Могло бы быть иначе у народа, который изобрел курение табака и от которого мы и научились курить. Прям какой-то камень в огород индейцам и шаманам. Но и вправду, этот ритуал существует, чтобы унять пыл между враждующими сторонами во время разговора. Вот совсем недавно я прочитал Ациолу, вождь семинолов, про тех же индейцев. И они в самом деле сидели вместе с колонизаторами и обсуждали свои дела. Но если взять в общем и целом, вы не задумывались о том, что такое ритуалы вообще? И почему они так важны в жизни людей? Кстати, речь идет не только о таком далеком нам понятии, как трубка мира. Мы что, индейцы, что ли? Автор объясняет это так. Одна из важнейших функций как культурно-исторически, так и эволюционно возникших ритуалов, если не самое важное, состоит в том, что те и другие действуют как самостоятельные активные стимулы социального поведения. Как, например, мы откровенно радуемся старому обычаю, украшая рождественскую елку. Кстати, да, с наступающим вас. И это, оказывается, тоже не традиция, как мы привыкли слышать, а именно яркий, длинный и красивый ритуал – вступление в Новый год. Суть одна и та же, в принципе, но
Самая сущность ритуала, как носителя независимых мотивирующих факторов, ведет к тому, что перерастает свою первоначальную функцию коммуникации и приобретает способность выполнять две новые, столь же важные задачи: сдерживание агрессии и формирование связей между особями одного и того же вида. При этом он еще и подкалывает нас, людей, такими вот словами. Так не будем же глумиться над сидящим в человеке животным, рабом привычки, которое возвысило свои привычки до ритуала и держится за него с упорством. Если смотреть на произведение со стороны, как на общую картину, видно, что автор откровенно высмеивает многие аспекты человеческого бытия и в качестве сравнения приводит животных. Ну, мол, мы недалеко от них ушли по эволюционной лестнице. Например, по поводу западного человека он выражается так. Мой учитель Оскар Гейнрод имел обыкновение шутить. Наряду с перьями большого аргуса, темп работы человека западной цивилизации – глупейший продукт внутривидового отбора. И в самом деле, спешка, охватившая индустриализованное и коммерциализованное человечество, представляет собой убедительный пример нецелесообразного развития, происходящего исключительно вследствие конкуренции собратьев по виду. Современные люди зарабатывают себе болезни дельцов – гипертонию, сморщенную почку, язву желудка, мучительные неврозы. Они впадают в варварство, потому что у них нет больше времени на культурные интересы. И все это без надобности, ведь они вполне могли бы договориться работать впредь несколько медленнее, то есть теоретически могли бы, потому что на практике это им, очевидно, не легче, чем петухам-аргусам решить не отращивать столь длинные маховые перья. В своем произведении он часто прибегает к сказаниям и цитатам разных писателей и даже ученых. К тому же довольно часто цитирует Гёте. Видимо, очень вдохновлялся его работами. Но нельзя отрицать, что сложно оспорить его умозаключение по поводу строения нашего человеческого социума в общем и целом. Вот что он говорит по поводу людей. В том, что люди отказываются от самопознания, повинны не естествоиспытатели. Люди сожгли Джордано Бруно, когда он сказал им, что они вместе с их планетой всего лишь пылинка среди бесчисленных облаков других пылинок. Когда Чарльз Дарвин открыл, что они одного племени с животными, они охотно убили бы его, и не было недостатка в стараниях, по крайней мере, заткнуть ему рот. Когда Зигмунд Фрейд предпринял попытку проанализировать мотивы социального поведения человека и объяснить его причины, хотя и с субъективно-психологической точки зрения, но вполне научно в отношении методики и постановки проблем, его обвинили в недостатке благоговения, в пренебрежении к ценностям, в слепом материализме и даже в порнографических наклонностях. Человечество защищает свою самооценку всеми средствами, и более чем уместно проповедать ему смирение и всерьез попытаться взорвать созданные его высокомерием преграды на пути самопознания. Мне в этом авторе понравилась его черта задавать вопросы, на которые далеко не все могут дать ответ, и задумываться о том, о чем многие не осмелятся задуматься. Например, когда человек уже не сам вырабатывает привычку, а получает ее от своих родителей, от своей культуры, тогда начинает звучать новая и важная нота. Во-первых, он не знает, какие причины привели к появлению этих правил поведения. Благочестивый иудей и мусульманин испытывает отвращение к свинине, не имея понятия, что его законодатель ввел на нее строгий запрет из-за опасности трихинеллеза. А во-вторых, удаленность во времени и обаяние мифа придают фигуре отца-законодателя такое сверхъестественное величие, что все его предписания кажутся божественными, а их нарушение – грехом. В общем и целом, его заметки и взгляды на религию, на современную систему и устройство человеческого общества совершенно иные и логичные. Если предположить, что наш внеземной наблюдатель чисто интеллектуальное существо, которое лишено каких-либо инстинктов и ничего не знает о том, как функционируют инстинкты вообще, и агрессия в частности, и каким образом их функции могут нарушаться, ему было бы очень нелегко понять историю человечества. Постоянно повторяющиеся события этой истории нельзя объяснить, исходя из человеческого рассудка и разума. Сказать, что они обусловлены так называемой человеческой натурой, значит высказать общее место. Разумная, но нелогичная человеческая натура заставляет две нации состязаться и бороться друг с другом, даже когда их не принуждают к этому никакие экономические причины. Подталкивает к ожесточенной борьбе две политические партии или религии, несмотря на поразительное сходство их программ спасения. Побуждает какого-нибудь Александра или Наполеона жертвовать миллионами своих подданных ради попытки объединить весь мир под своим скипетром. Как ни странно, в школе мы учимся относиться к людям с
совершавшим эти и другие подобные нелепости, с уважением и даже почитать их как великих мужей. Мы приучены покоряться так называемой политической мудрости государственных деятелей. И настолько привыкли ко всем таким явлениям, что большинство из нас не в состоянии понять, как невероятно глупо и невероятно вредно для человечества историческое поведение народов. И в противопоставление всего вышесказанного приводится, конечно, ценность науки. Вспоминаю работы Ивана Антоновича Ефремова, который также восхвалял силу науки. Очень схожи мысли два автора. Наука, как искусство, представляет собой неоспоримую самодостаточную ценность, независимую от партийной принадлежности тех, кто ею занимается. В отличие от искусства, она не является непосредственно общепринятой, и поэтому может поначалу связать общим воодушевлением лишь немногих, но тем сильнее эта связь. Об относительной ценности произведений искусства можно иметь разные мнения, хотя и здесь истину можно отличить от лжи. В естественных науках эти слова имеют более узкий смысл. Здесь истинность или ложность утверждения определяется не мнением людей, а результатами дальнейших исследований. В книге подробно объясняется, почему многие люди, искренне любящие свою семью, близких и нацию, с открытой ненавистью ненавидят представителей другой нации, какими средствами людей массово сталкивают друг с другом. На первый взгляд кажется безнадежным воодушевлять многих современных людей такой абстрактной ценностью, как научная истина. Она кажется слишком далекой от жизни, слишком бескровной, чтобы успешно конкурировать с такими пугалами, как фикция некой угрозы своему сообществу со стороны некоего врага, которые всегда были в руках искусных демагогов безотказным средством провоцировать массовое воодушевление. И, конечно, отмечается, насколько сильно мы связаны с животными, и какие именно инстинкты нами до сих пор руководят. Кстати, интересное наблюдение автора по одному вопросу. Итак, самец бросается на свою даму, тоже принимает позу угрозы развернутым боком, и какую-то долю секунды кажется, что он ее вот-вот протаранит. И тут происходит то, что побудило меня написать эту книгу. Самец, угрожая самке, задерживается лишь на долю секунды, или не задерживается вовсе. Он не может ждать, он слишком возбужден. Он в самом деле бросается в яростную атаку, но не на свою супругу, а резко в сторону от нее, на какого-нибудь другого собрата по виду. В естественных условиях, как правило, на соседа по участку. Эта переориентированная угроза оказывается также вещь природная и эволюционная. Никогда не задумывался об этом моменте, хотя и часто попадал в ситуацию, когда не хотел сорваться на объекте или субъекте, вызвавшем во мне дикую агрессию. А вот по поводу смеха, улыбки и радостных эмоций наблюдения еще более интересные. При аффектированном, пылком приветствии двух друзей их улыбки внезапно переходят в громкий смех, который им самим кажется странно несоответствующим их чувствам. Когда при встрече после долгой разлуки он неожиданно прорывается откуда-то из вегетативных глубин. Объективный исследователь поведения не может не уподобить такое поведение вновь встретившихся людей гусинному триумфальному крику. Конечно, странно, что чуть ли не все наши проявления характера, скажем, или повадки схожи с тем, как ведут себя гуси. А может, мы все-таки произошли от них? Вот это поворот! Если несколько простодушных людей, например, маленьких детей, вместе высмеивают кого-то другого или других, не принадлежащих к их группе, то в этой реакции точно так же, как и в других переориентированных жестах умиротворения, содержится изрядная доля агрессии, направленной вовне, на не входящих в группу. Смех, возникающий при внезапной разрядке какой-либо конфликтной ситуации, который очень трудно было бы истолковать иначе, также имеет аналоги в жестах умиротворения и приветствия многих животных. Собаки, гуси и, вероятно, многие другие животные раздражаются бурными приветствиями, когда происходит внезапная разрядка мучительного конфликта. Понаблюдав за собой, я могу с уверенностью утверждать, что общий смех не только действует как чрезвычайно сильное средство отвода агрессии, но и доставляет весьма ощутимое чувство социального единения. Ну хватит! В фильмах, конечно, из этого делают смешное юморное отступление. Кстати, такие моменты получаются очень колоритными. Видимо, на самом деле автор прав.
Во всяком случае, заманчиво считать приветственную улыбку церемонией умиротворения, возникшей подобно триумфальному крику гусей, путем ритуализации переориентированной угрозы. При взгляде на обращенный мимо собеседника дружелюбный оскал учтивого японца появляется искушение с этим согласиться. То есть, по словам писателя, или в данном случае ученого, триумфальный крик гусей все равно, что воодушевление у людей. Кстати, о нем. Воодушевление – это настоящий автономный инстинкт человека, такой же, как, скажем, триумфальный крик серых гусей. Оно обладает своим собственным аппетитным поведением, своими собственными механизмами запуска и доставляет, как знает каждый по собственному опыту, столь сильное удовлетворение, что его соблазняющее воздействие почти непреодолимо. Подобно тому, как триумфальный крик существенно влияет на социальную структуру серых гусей и, более того, управляет ею, побуждение к воодушевленному вступлению в бой весьма значительной степени определяет общественную и политическую структуру человечества. Человечество не потому воинственно и агрессивно, что разделено на враждебно противостоящие друг другу партии. Наоборот, оно сконструировано таким образом именно потому, что это создает раздражающую ситуацию, необходимую для разрядки социальной агрессии. Если бы какое-нибудь спасительное вероучение вдруг завоевало весь мир, пишет Эрих фон Гольст, оно тотчас же раскололось бы по меньшей мере на два резко враждебных течения. Свое истинное и другое, еретическое. Кстати говоря, я ни одного примера с приматами не привел. Все от того, что о гусях чуть ли не в половине книги говорится. Кстати, о приматах, гусях, птицах. Любопытную мысль он привел насчет нашего мышления и мышления животных. В героические времена сравнительной этологии так и считалось, что в каждый момент животным владеет лишь одно побуждение, полностью и безраздельно. Джулиан Хаксли использовал красивое и меткое сравнение, которое я сам уже много лет цитирую в лекциях. Он сказал, что человек, как и животное, подобен кораблю, которым командует множество капитанов. У человека все эти командиры находятся на капитанском мостике одновременно, и каждый выказывает свое мнение. Иногда они приходят к разумному компромиссу, который дает лучшее решение проблемы, чем отдельное мнение самого умного из них. Но иногда им не удается договориться, и тогда корабль остается без всякого осмысленного управления. У животных, напротив, капитаны придерживаются уговора, что всякий раз лишь один из них, смотря по обстоятельствам, может взойти на капитанский мостик, и каждый должен уходить, как только на мостик взобрался другой. Очень точное описание, я считаю. Кстати, просвещу вас. Конрад Лоренц является австрийским зоологом и зоопсихологом, а также одним из основоположников этологии, целой науки о поведении животных. К тому же он лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. Но что касается самого названия книги – агрессия. Откуда она берется? Хорошо или плохо ее проявлять? На самом деле тут дается целая куча вопросов, на которые своевременно даются ответы. Пагубная избыточная агрессивность, которая еще и сейчас сидит у нас, людей, в крови, как дурное наследство, является результатом внутривидового отбора, действовавшего на наших предков десятки тысяч лет назад. По поводу этого, вот что автор констатирует по поводу эволюции и развития живых существ. Он утверждает, что есть два великих конструктора – изменчивость и отбор, которые растят древо жизни. Нельзя, конечно, исключить и того, что были и есть какие-то еще неизвестные нам факторы внешнего мира, осуществляющие отбор. Но одно мы можем утверждать с уверенностью. Борьба между кланами не выполняет тех видосохраняющих функций внутривидовой агрессии, о которых мы уже знаем. Эта борьба не служит ни пространственному распределению, ни отбору сильнейших защитников семьи. Главный вывод, который я подчеркнул из этой книги, слова, которые по сути раскрывают смысл произведения, есть в этой цитате. Теперь внимательнее. Особый инстинкт смерти возникает просто из-за того, что внутривидовой отбор в далекой древности снабдил человека такой мерой агрессивности, для которой он при современной организации общества не находит адекватного выхода. То есть вы понимаете, да? Когда вас вот дико разозлили, вы готовы бываете разнести все вокруг. Как вот на примере селезня, который бывает зол на самку и срывает свою злость на ком-то или на чем-то, кроме самого виновника. Я прочитал всю эту тонну информации, данную в книге, и долго над ней размышлял. Хоть и до сих пор нахожусь в осознании этой проблемы. И ищу адекватный выход ежедневной агрессии, которая копится во мне. Проблемы на работе, в личной жизни, элементарная толкотня в автобусе – все выводит из себя.
себя. Но, по крайней мере, в спортзале я могу вымещать свою злость и агрессию в самих тренировках. Или же на боксерской груше. Вообще, одним из лучших способов выпустить из себя всю негативную энергию, по мнению самого автора и на мой собственный взгляд, является спорт, каким бы он ни был. Но порой и этого недостаточно бывает. По сути, универсального способа нет, каждому свое. Но главное не копить в себе эту злобу, эту агрессию. По всем законам физики, энергия, какой бы она ни была, она не испаряется и не уходит в никуда, а перетекает в другую форму энергии, из-за чего появляются застои, пагубно влияющие на весь организм. Это как с жиром. Если есть всякие сладости и вкусности без конца, и при этом не пытаться сжечь их посредством спорта, что будет с нами? Все верно, мы ожиреем. Вот так же с чувством агрессии или так называемого зла. Мы с вами должны найти каждый сам для себя адекватный выход для нее. Удачи! На этом... Все. Всем огромное спасибо за просмотр, друзья. Видите, насколько насыщенная и полезная книга была. Я даже не помню, как и почему ее купил. Но как бы то ни было, слепой случай сделал свое дело. Мы с вами стали чуточку эрудирования. Обязательно прочитайте это произведение. А сейчас мы поставим ее на полку. Хоть она и привыкла там лежать, но сегодня у нее прямо официальные проводы. Покойся с миром. По поводу того, что я сейчас читаю, вы наверняка уже знаете, если подписаны на мой телеграм-канал. А так, недавно дочитал Альбера Камю «Чума». В прошлых выпусках я называл его Альберт, но нет, Альбер Камю. Отзыв на эту книгу уже можно увидеть в социальных сетях. Ссылки на них в самом YouTube-канале. А еще скоро будет отзыв на «Отель у погибшего альпиниста. Братья Стругацкие». Последнее на этот год задание книжного клуба. Книга своеобразная и, честно сказать, слабая, потому что я прочитал уже порядка 50 страниц. Это 1/4 книги. Но увидим, что будет. Ожидайте. Так что до новых книг и читайте больше, друзья. Пока.